На бескрайних заснеженных просторах живописной тайги, среди ледяных просторов замерзшей реки, умирал волк. Его лапы были скованы судорогой, а шерсть печально покрыта инеем, что делало его образ еще более жалким и беззащитным. Завернув кусочек ткани вокруг своей руки для дополнительного тепла, Григорий Соболев, проходя по скользкой, обледенелой реке, внезапно заметил несчастное существо, которое, казалось, отчаянно и безуспешно пыталось выбраться из ледяной полыньи. Каждое очередное движение волка добавляло в его взгляде безнадежности, и, казалось, он даже услышал тихий, но пронзительный стон голодного и замерзшего животного. Это вызвало в его сердце настоящую бурю эмоций, совершенно неожиданных для человека, который привык к суровым условиям и одиночеству тайги. Не раздумывая, он бросился на помощь, осознавая, что его собственное благополучие находится в опасности, но на тот момент его сердце понимало только одно – он обязан действовать. Вглядываясь в глазки умирающего животного, он был полон решимости подарить волку шанс на жизнь. Осторожно вытащив его из ледяной воды, он понял, что волк без сознания, что только усилило его беспокойство. Проникнутый чувством ответственности и сострадания, Григорий принял решение забрать его с собой на хутор, веря, что своими усилиями сможет вернуть этому великолепному существу жизнь, о которой он, возможно, и не мечтал. Вернувшись на свой хутор, Григорий столкнулся с немалым любопытством своих охотничьих лаёк, которые, разумеется, громко лаяли и пытались привлечь внимание хозяина к новому обитателю их маленькой вселенной. Волк, пришедший в себя и растерянный, всмотрелся в лицо человека, который проявил к нему доброту и заботу, что вызвало в нем смешанные чувства – страх перед незнакомым человеком и надежду на спасение. Григорий стал заботиться о нем, кормил его специальной пищей, обогревал уютным уголком, и с каждым днем волк постепенно восстанавливал свои силы, приобретая тем самым доверие к своему спасителю. В то же время Григорий размышлял о своей жизни в тайге, где после развода искал утешения в одиночестве и естественной красоте окружающей природы. Воспоминания о прошлом иногда накатывали на него, но сейчас он чувствовал, что в его жизни произошли перемены, не просто внешние, но и внутренние, психологические. Его сын Лёшка, который редко навещал его, теперь, возможно, в этой непростой ситуации найдет радость и утешение рядом с новым другом. Спасение волка стало началом чего-то особенного, важного не только для него, но и для Лёшки, который уже ждал возможность поиграть с волком, как с настоящим компаньоном. Когда Лёшка, настойчиво тоскуя по зимним каникулам и с волнующими ожиданиями, наконец приехал, он был потрясен встречей с волком, который, выражая признаки памяти, словно узнал его. Это удивительное совпадение было покрыто мгновением трепета, облегчения и радости, что исходило из сердца мальчика, переполненного желаниями и мечтами. Лёшка предложил делать массаж, чтобы помочь спасенному животному восстановиться, и с этого важного момента между ними возникла настоящая особая связь. Каждый день они проводили вместе, греясь в ярком свете, который пробивался через окно, наполняя комнату теплом и счастьем. Волк, несмотря на свое тяжелое прошлое, постепенно привязался к ним, обретая жизнь заново и начав восстанавливать свои силы под заботливым вниманием мальчика. Он ощущал поддержку и заботу, что все больше углубляло их уникальные отношения, и каждый момент, проведенный вместе, становился ценным воспоминанием. Лёшка не хотел расставаться с волком и мечтал о светлом будущем, когда они все вместе будут гулять по заснеженным лесам, обмениваясь простыми радостями и переживаниями. С ростом здоровья волка, его независимости и уверенности Григорий задумался о будущем его существования в этом мире, который порой может быть жестоким. Однако местный егерь Брагин, заметив волка и его необычное поведение, начал угрожать ему, утверждая, что Григорий нарушает правила, поскольку держит диких животных рядом с собой. Споры о законности содержания волка вскоре начали приводить к конфликту, который только накалялся с каждым новым визитом егеря в их тихую жизнь. Григорий понимал, что, возможно, волк просто не должен жить рядом с людьми, и такое решение вызывало в нем противоречивые чувства. Он решился отпустить его в лес, несмотря на протесты сына, который не желал отказываться от нового друга, ставшего для него не только любимцем, но и близким существом.
В эти моменты они могли осознать всю сложность человеческих и животных отношений. Это решение стало настоящим внутренним конфликтом, в котором родительские и детские чувства пересекались на перекрестке разных жизней и разных судеб. Когда Брагин явился с подкреплением, чтобы устранить нарушения, Григорий, осознав серьезность ситуации, понял, что ее можно избежать лишь одним способом. Он приказал Лёшке и Волку немедленно бежать в лес. Это не было легким решением ни для него, ни для мальчика, и напряжение в воздухе чувствовалось каждому из них. Мальчик напуганный, помнил все повороты и тропы, что они проходили дольше. Вскоре, пробираясь сквозь заведомо знакомые места, они укрылись от преследователей среди деревьев, которые когда-то считали своим домом. Волк, защищая своего друга, неожиданно напал на егеря, сбив его с ног. Это было одновременно захватывающе и пугающе, разрывающе до глубины души. Но когда Алексей, не задумываясь, командовал волку отступить, тот мгновенно подчинялся, понимая, что за их сопряжением и соперничеством стоят более важные судьбоносные связи. После напряженной ситуации, когда они наконец вернулись к хутору, атмосфера домашнего тепла контрастировала с ранее пережитыми страхами, однако их сердца оставались по-прежнему в замешательстве, полные вопросов и неопределенности. Несмотря на все переживания, с каждым днем Григорий и Алексей все же пришли к решению, что волк должен вернуться в лес, к своей стае, где ему было предначертано быть. Это было трудное решение, и Лёшка не мог сдержать слезы, чувствуя горечь расставания, которая наполняла его душу. Но волк, понимая, что пришло время уйти, с легкостью и печалью устремился в сторону леса, прощаясь с ними печальными вздохами, которые были глубоко трогательными и заставляли их сердца сжиматься. Григорий и Лёшка остались вдвоем на хуторе, их сердца наполнились смешанными чувствами, которые они, очевидно, никогда не смогут стереть из своей памяти. Они понимали, что их общее время было коротким, но оно навсегда останется в их сердцах неизгладимым отпечатком. Глубокое прощание с природой, диким животным и осознание временности жизни оставило след в их душах, который невозможно было удалить. Прошло немало лет. Григорий и Лёшка продолжали жить в гармонии с природой, стараясь сосредоточиться на каждом новом дне и впитывая её ритмы и красоту, как губка воду. Каждый день они пытались оставаться в ладу с тем, что их окружало, и однажды, когда Григорий, выполняя свои обязанности, проверял капканы, он провалился под лёд. В этот критический момент, когда жизнь его оказалась на грани, сам того не ожидая, он увидел волка, который неожиданно вновь появился в его жизни. Этот момент вызвал в нём и радость, и страх, и, наконец, непреодолимое облегчение. Волк, единственное создание, которое он когда-то спас, на этот раз пришел на выручку. Это было нечто поистине невероятное и удивительное. С полной самоотдачей он аккуратно вытащил Григория из ледяной воды, а когда тот потерял сознание от холода, остался рядом, пока не прибыла помощь, готовая защищать своего друга от любых опасностей. Это стало откровением, их связь оказывалась несомненно сильнее, чем они могли представить, и их судьбы вновь переплелись на стыке дикой природы и человеческой жизни. Когда Григорий пришел в себя, его сын Лёшка был уже рядом и полный заботы стал ухаживать за ним после пережитого ужаса. Обсудив произошедшее, Григорий осознал, что волк не просто спас его, но и вернул долг за свое спасение. Это откровение заполнило их сердца радостью и печалью одновременно, создавая удивительный парадокс. Григорий и его сын решили, что волк снова должен вернуться в лес, к своей стае, где ему суждено жить. Их отношения с волком стали чем-то больше, чем простая дружба. Это стало отражением их внутреннего мира, их взаимопонимания и уважения к природе. Волк символизировал те узы, которые соединяли их с дикой природой, и вдруг они поняли, что не просто животные и человек, они были одним целым, скрепленными одним общим опытом. С годами Григорий и Лёшка осознали, что жизнь в тайге – это не только выживание, но и обмен с природой, которая требует от них плату за свое щедрое дарование. Они осознали, что берут только то, что им необходимо, но и отдают, когда это возможно. Каждое их действие становилось частью важного ритма, указывающего их путь, и, возможно, даже всего их существования. Волчий вой, который иногда доносился из леса, подтверждал их понимание. Волк был частью их жизни.
частью тайги, и они были ее неотъемлемой частью. С каждым днем в их сердцах укреплялись уважение и гармония с природой, и они продолжали жить, полные надежд и веры, что однажды снова встретятся с тем, кто открыл двери в дикий, насыщенный тайнами и жизнями мир, откуда пришла истинная свобода.